Как подготовить своих детей к будущему, чему они должны научиться, чтобы встретить грядущую жизнь во всеоружии. Всем привет, с вами Ави. Я, как почти образцовый отец двух счастливых дочерей, делюсь своими мыслями на тему, какие знания, навыки нужны ребенку уже сейчас, чтобы максимально эффективно самореализоваться в будущем. Мы с вами, как родители детей, переживающие четвертую технологическую революцию ради своей актуальности на этом празднике под названием «Жизнь», просто обязаны развиваться и помогать своим детям в этом процессе. А школа – это, пожалуй, один из ключевых источников в этом процессе. И до недавнего времени, наверное, почти каждый из нас, родителей, предполагал, что задача школы – дать ученикам много знаний и предоставить свободу, а молодежь сама решит, куда ей двигаться и как. Такой либеральный подход неплох, но тут есть нюанс, вернее их много. Ключевой момент, что изменилась цена знания. Раньше его не доставало, сейчас информации слишком много, и она теряет свою достоверность и ценность. Но при этом мы сталкиваемся с множеством противоречивых версий. Непонятно, какому источнику доверять. Мудрости Ютуба, актуальности ТикТока или смелости лайка. В том и проблема, что в ближайшие десятилетия нам, а вернее нашим детям и их поколению, скорее всего предстоит принять решения, которые определят будущее жизни на Земле. А любые решения принимаются на основании имеющегося мировоззрения. Если все представления о мире у молодого поколения будут строиться на недостоверной информации, то принимать решения мы, человечество, будем вслепую. Это во многом из-за того, что сейчас детям дают слишком конкретные и негибкие навыки. Решать уравнения, заучивать параграфы и неприкладные правила, может даже писать компьютерные программы и разговаривать по-английски. Но все это может взять на себя искусственный интеллект. Это не фантастика, и скоро оно накроет даже нашу прогрессивно коррумпированную страну. Кстати, искусственный интеллект – это хорошо и о светлом будущем, но об этом в другой раз. Так вот, школьникам будет полезнее не массивы знаний и не умение их добывать и запоминать, а развитый практический навык отличать истину от лжи и умение объединять разрозненную информацию в достаточно цельную картину. Знаю, что прогрессивные педагоги предлагают вместо конкретных технических знаний давать общие и гибкие жизненные навыки. Их еще называют 4К. Первое. Критическое мышление. Это умение определять, когда, где и какая информация потребуется. Способность выбрать оптимальный тип и уровень сложности данных для каждого конкретного случая. Второе. Коммуникация. Это общение в разных его проявлениях. Живой разговор, переписка в мессенджерах и видеозвонки. Непринужденная беседа или выяснение обстоятельств в каких-то стрессовых условиях и ситуациях. Третье. Командная работа. Это понимание, что один в поле не воин, работа с собственным эго и взаимодействие с эгоизмом других людей ради общего блага. Четвертое. Креативность. Это творчество во всех его вариантах реализации, которые могут и должны быть абсолютно во всех областях жизни и профессиональной деятельности. Рекомендую вам углубиться в эти 4 навыка. Как самостоятельно их потянуть, так и детишек научить или лучше подать пример в своих поступках и решениях. Можно, конечно, просчитывать на школьных учителей вашего ребенка, но я вам не советую быть таким уверенным в том, что в школе этому научат в необходимом для жизни объеме. Думаю, что настала пора честно говорить подросткам, что они не должны полагаться на старших. Вместе с тем нельзя полагаться и на технологии. Каждому остается лишь рассчитывать на самого себя. И еще важно научить ваших детей не принимать за свое собственное «я» тот голос, что вторит пропаганде и коммерческой рекламе. Мне будут крайне интересны ваши комментарии и реакции на данную тему, ведь впереди у нас много новых побед, впереди у нас нового мира рассвет. Всем спасибо, всем пока, с вами был Ави.